Мне надо было решить одну задачу. Я потратил на нее огромное количество времени, но никак не мог с ней справиться. В итоге я пришел разгневанный буквально к отцу, бросил тетрадь, сказал: отец, я не могу решить задачу, она не решается, нерешаемая задача. Он на меня так посмотрел, отложил в сторону задачу и рассказал одну удивительную историю, которая действительно имела место быть. Про одного математика, Джорджа Данцига. Сейчас эту историю я вам поведаю. Это было достаточно давно. Он был еще студентом, посещал университет, очень много времени проводил за книгами. И вот после очередного своего засиживания за книгами он, к сожалению, проспал начало утренней пары, не смог вовремя прийти. Он опоздал минут на 20, забежал в класс. Профессор, конечно, его немножечко покорил. Он сел на место и, увидев на доске две задачи, записал их в тетрадь, подумав, что это, как обычно, учитель подготовил домашнее задание. Поскольку он прослушал начало, он их записал и, в общем, начал решать. Через какое-то время он принес это домашнее задание и отдал профессору. Дальше происходили самые интересные вещи, которые могли произойти, мне кажется, с юным студентом. Профессор был настолько удивлен тому, что студент принес решение этих задач, потому что задачи, подготовленные профессором на доске, вовсе не являлись домашним заданием для студентов. Они представляли собой две уникальные неразрешимые задачи, над которыми математики бились уже много лет. Не зная, что эти задачи не являются неразрешимыми, молодой студент достаточно легко справился с ними. Удивительная вещь, да, о чем говорит, в общем, эта жизненная история. Она является показательной по простой причине, что над студентом не висел меч неразрешенности. Он не знал, что решить эти задачи невозможно, поэтому он взял их и просто решил. Как вы понимаете, неразрешимых задач, в общем, оказывается, не существует. Все это в нашей голове. Просто нужно время и силы. Это касается не только задач, как вы поняли, математики, но и в спорте, и вообще в жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео до конца. Всем удачи, всем пока.